Всем привет! В этом видео по постройке авто из Киберпанка переделаю полностью дверной механизм, склею сиденья и закончу переднюю пневмоподвеску. Мне все не давал покоя механизм движных дверей, так как это самая важная часть в этой машине, и этот элемент отличает ее от другого четырехколесного транспорта. Предыдущие варианты механизма были неплохи, но они не были похожи на оригинальную модель, а рельсы с внутренней стороны двери являются элементом салона данного автомобиля. Для данного механизма мне пришлось сварить каркас внутри салона, для обеспечения жесткости всей конструкции. Дверь будет выезжать со своего места и откатываться назад. При этом дверь в открытом состоянии практически находится в одной плоскости с задним колесом и не выступает за кузов. Много по этому поводу писали в комментариях, что слишком широко открываются двери. Я вас услышал, и теперь, думаю, всех устроит этот вариант. Кстати, друзья, рад сообщить вам приятную новость. Теперь вы можете получать еще больше контента от меня, потому что я завел страничку на Boosty. Boosty — это сервис, с помощью которого вы можете поддержать авторов и получить уникальный контент от них. Здесь я буду публиковать эксклюзивные проекты, анонсы будущих роликов, посты про новую мастерскую и, конечно же, новый контент о сборке предметов своими руками. Кстати, совсем скоро я выложу фото проектов, которые делаю прямо сейчас. Лично мне этот сервис пришелся по душе, потому что здесь много бонусов как для меня, так и для вас. Во-первых, супер низкая комиссия по сравнению с другими сервисами. Всего 7%. Что самое приятное, нет НДС для подписчиков. Во-вторых, удобный интерфейс на русском языке. В-третьих, масса дополнительных приятных штук. К примеру, мы с вами с легкостью можем создать закрытый Discord или Telegram-чат, где сможем пообщаться напрямую. Разумеется, все новое вызывает опасения, но не Boosty, ведь этот сервис создала и развивает команда самого популярного сервиса донатов в России, Donation Alerts. Если вы хотите еще больше крутого контента, то смелее переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой Boosty. Тем более, что месячная подписка моего канала стоит всего 100 рублей. Ну а если вы сами автор и тоже создаете контент, присмотритесь к этой платформе. Ссылка в описании, а мы продолжаем. До рабочей конструкции я дошел не сразу. Был еще первый вариант этого механизма, который должен был подниматься, при этом должно было опускаться стекло, и полотно двери также отъезжает назад. Но с дверью этого не получилось сделать. Нужно было менять конструкцию стойки или добавлять еще шарниров к механизму, что придало бы и люфт, и тряску при открывании. В общем, я решил его доработать, так как концепция мне понравилась. Сейчас я покажу, как сделал рабочий вариант на примере левой двери. Взял дверную закладную, которую сварил ранее. К ней будут прикручены две направляющие или круглые рельсы SBR-16. Их обычно применяют для ЧПУ станков. Пришлось заказывать детали несколько раз, так как механизм двери дорабатывался по ходу, и как раз это и проектирование конструкции двери заняло так много времени, поэтому серия немного задержалась. Рельсы идут стандартного размера, поэтому укоротил их по длине закладной. Пока прикрутил их на обычные саморезы. Для направляющих есть специальные каретки. Для жесткости конструкции их будет использоваться 4 штуки. Для них из толстой пластины вырезал площадку. Разметил с помощью линий места креплений и просверлил отверстия. После чего прикрутил детали к пластине, и получилась каретка, которая будет крепиться к выдвижному механизму. Теперь можно прикрутить направляющие к закладной с помощью винтов. Сделал отверстие, так чтобы гайки находились внутри профильной трубы и не мешали полотну двери. Также сделал направляющие выдвижного механизма. Было использовано 4 направляющих и 8 кареток на одну дверь. Для направляющей, которая двигает дверь из кузова, приварил к каркасу 2 уголка. К ним приварил каретку направляющей. Ее будет двигать линейный привод, который был установлен в предыдущей версии.
К выдвижному механизму через пластину приварил рельсы двери. Для проверки на место установил дверное полотно. После удачной проверки можно все проварить и покрасить. По сути, по механической части получилось 2 ЧПУ станка. Сдвигать саму дверь назад будет шаговый двигатель с усилением на валу 30 кг на сантиметр. На вал его будет надета шестеренка, которая будет двигаться по зубчатой рейке. Сам же шаговый двигатель будет устанавливаться на каретку двери. Надеюсь, мощности двигателя хватит, а если нет, там есть место под редуктор. Вот таким образом получилась сдвижная дверь, которая практически не выступает за кузов, а ее движения при открытии и закрытии повторяют оригинальную модель. Так как я окончательно определился с механизмом дверей, можно продолжить делать салон. На очереди кресла-ковши. Их я буду делать по оригинальной 3D модели, но чтобы определиться с размером, сниму мерки с сиденья Мазды. В их производстве также будет задействован ЧПУ-станок. Хорошо, что я его восстановил, когда вырезал на нем алюминиевую раму для каркасного велосипеда, да и вспомнил, как с ним работать. Загрузил программу, установил пенопласт и стал вырезать детали слоями. После вырезания склеил их между собой монтажной пеной, которая не расширяется и не дает усадки. Получилось такое кресло, оказалось довольно-таки удобным, даже повторяет анатомию тела. Но подголовник все-таки должен быть подголовником, и я удлинил спинку на 5 см. Разрезал спинку и промежуток залил пеной. А вот подголовник вырезался уже с подушкой, нужно будет вырезать нишу для поролона. В этот раз хочу попробовать новый способ производства матрицы. Пенопласт не буду сильно дорабатывать, просто покрою его эпоксидкой и обклею алюминиевым скотчем. Эпоксидка нужна, чтобы клейкая лента лучше прилипала. Теперь по алюминиевому слою пройдусь разделительным воском. А дальше по отработанной технологии покрою модель гель-коутом и стекломатом. Добавлю для цвета синий колер. На всякий случай усилил матрицу распорками. После того, как смола схватилась, вытащил пенопласт. Пенопласт из матрицы вышел с небольшим усилием. Получилась грубая форма, ее нужно доработать с помощью двухкомпонентной шпаклевки. После доработки смазал разделительным воском и стал клеить первый ковш. Также первым слоем использовал гель-коут. После отвержения смолы снял деталь с матрицы. На поверхности немного осталась шпаклевка, но это легко убирается. Следом склеил второй ковш и примерил их на свое место. Теперь интересно попробовать в них посидеть внутри салона. Места вполне хватает, как ногам, так и голове. Скорее всего, кресла будут установлены без салазок и не будут регулироваться из-за конструктивной особенности салона.
Следующим шагом хочу сделать вторую пневмостойку и улучшить их конструкцию. Для гильзы вырезал шайбу и приварил ее сверху, она будет площадкой для пневмоподушки. Затем эту деталь приварил к креплению амортизатора. Собрал две стойки и поставил их на место. Осталось подключить к ним пневмомагистрали и проверить. Пока соединил их вместе, потом на каждую подушку будет свой клапан. С двумя стойками намного легче поднимается кузов, но я бы все равно поменял штуцера на 8 мм, 6 немного маловато. В общем, такая получилась серия. Очень много ушло времени на разработку нового механизма дверей, но результат себя оправдал. Всем спасибо за внимание и вашу поддержку. Если не сложно, ставьте большой палец вверх, напишите комментарий и обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в новом видео.